Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о имени. Как первая буква нашего имени влияет на судьбу человека. Как первая буква имени влияет на финансы, на наш характер, на нашу судьбу. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет очень много важной, ценной и той информации, которую вы в интернете точно не найдете. Всем приятного просмотра и прекрасного дня! Вы знаете, наше имя, которое дается нам при рождении, имеет достаточно большое значение в жизни каждого человека. И вы знаете, об этом еще знали в древние времена. Потому что между именем и событиями, которые происходят в жизни человека, существует тесная взаимосвязь. Имя – это своеобразная звуковая мантра, которая указывает влияние на человека с самого рождения. Каждая буква в имени – это волна определенной частоты. Она, воздействуя на человека, формирует в нем разные душевные качества. Ребенок привыкает к сочетанию определенных звуков. Его характер формируется в зависимости от того, какие буквы в его имени. И чтобы знать, как влияют буквы на имя, рассмотрим значение каждой буквы. Первая буква в имени самая важная. Она-то и дает энергетическую характеристику человеку в целом. По ней определяются жизненные стремления человека, направление его деятельности, склонность к чему-либо и то, как он мыслит. Эта буква заключает в себе первоочередную задачу человека в жизни. Итак, какое же влияние оказывает первая гласная буква в имени человека? Итак, начнем с буквы А. Если ваше имя начинается на букву А, вы прирожденный лидер, но, с другой стороны, вы и эгоист по натуре. Вам не подходит монотонная работа, поэтому часто такие люди меняют и даже не задумываются об этом, так как могут достичь определенных результатов в любой сфере деятельности, что делает их, к сожалению, материально зависимыми. Буква Е. Эти люди обладают хорошо развитой интуицией. Они часто ставят перед собой непростые цели и легко их добиваются. Благодаря напористости и интуиции они могут достигнуть финансового благополучия, стабильности, а также они хорошие и интересные собеседники. С ними всегда есть о чем поговорить и что обсудить. От них можно многому и научиться. В их окружении часто много хороших знакомых и людей, которых к ним тянет. Буква И. И вы знаете, тех, у кого имя начинается на букву И, таким людям свойственно хорошее чувство юмора, но прямолинейность в суждениях, которая присуща этим людям, не всем по нраву. Даже близкие люди часто обижаются на них. Это им мешает достичь определенных успехов в жизни. К ним никогда никто не придет на помощь и не подставит плечо, ведь знают, что как только у них все наладится, они ничего не оценят. Из-за своего характера у них частые проблемы с работой, что влияет, конечно же, на их финансовое положение. Буква О. И этим людям на протяжении всей жизни очень везет в финансовом плане. Они просчитывают все свои действия наперед, и у них это хорошо, вы знаете, получается. Они видят то, что другим не под силу. Они очень трудолюбивы, они добиваются больших успехов в жизни и не знают нужды в деньгах. Они стараются быть независимыми. Это часто помогает им добиваться новых и новых целей, покоряя новые и новые ступеньки. Они любят учиться всему новому. Буква У. Эти люди стараются обходить стороной ситуации, которые приводят к стрессам и конфликтам. Они многого добиваются в жизни, идя на компромисс. В семейной жизни они однолюбы и любят домашний уют. Они стараются всячески его поддерживать. Часто финансово зависимы от своей второй половинки, но денежная энергия любит их, поэтому проблемы с деньгами у них возникают очень редко. И возникнув, все очень быстро налаживается в их жизни.
Буква «Э». И у таких людей, к сожалению, завышенная самооценка. Их «я» на первом месте. Любопытство втягивает их в различные авантюры, но в личной жизни и жизни им свойственно такое качество, как преданность. Если такие люди трудолюбивы, то в таком случае финансы стабильно поступают в их жизнь. А вот если они ленивы, то денежные проблемы преследуют их на протяжении всей их жизни. Буква «Ю». Вы знаете, у людей с буквой «Ю» очень романтическая и творческая натура. Эти люди боятся что-либо менять в своей жизни. Часто не предпринимают никаких шагов, которые могут изменить их финансовое положение. И денежная энергия обходит их стороной. Новые приключения не для них. Они не любят выходить из своей зоны комфорта, из-за этого не стремятся подниматься по карьерной лестнице или искать дополнительный заработок. Их в основном всегда и все устраивает в жизни. Буква «Я». Такие люди любят дерзить и острословить, не боясь вообще кого-то обидеть, поэтому отношения с другими людьми желают лучшего. У них очень хорошо развита фантазия, а вот с финансами у них постоянная проблема, так как из-за своего характера они отталкивают не только нужных людей, но и положительные энергии, а с ними и, конечно же, энергию денег. Теперь давайте поговорим о том, какое влияние оказывает первая согласная буква в имени человека. Начнем с буквы «Б». Такие люди любят острые ощущения. Стремление к материальному достатку у них заканчивается успехом, и в большинстве случаев им даже не приходится прилаживать особые усилия. Они часто стараются помогать окружающим людям и занимаются благотворительностью. Буква «В». С буквой «В» в имени это люди-романтики. В любой ситуации они стараются увидеть позитив. Из них получаются хорошие друзья. Они пользуются уважением как на работе, так и среди окружающих людей. Они достигают в жизни стабильного материального положения, благодаря чему никогда не нуждаются в деньгах. Они счастливы в браке и создают счастливые семьи. Буква «Г». Эти люди любят порядок. Они могут поступиться даже своими личными успехами, дабы другие люди в их окружении всегда были счастливы. Они, к сожалению, не умеют распоряжаться деньгами, как только они у них появляются. Они сразу их начинают тратить, и в основном на вещи, которые им точно не принесут никакой пользы. А просто потому, что в данный момент вот им так захотелось. Поэтому денежная энергия часто пропадает из их жизни. Буква «Д». Люди – это, как правило, надежные партнеры в семейных отношениях. У них обычно всегда крепкие семьи. Но признавать свою вину в бытовых моментах, к сожалению, они не любят. Финансовое положение у них стабильное. Они всегда и во всем готовы помогать окружающим людям. Буква «Ж». Это тип нерешительных людей. Они не спешат жить, они постоянно думают, что времени больше, чем есть на самом деле, и свои решения они тщательно обдумывают, но из-за этого и пропускают момент, когда нужно быстро реагировать и лишают себя многих возможностей, которые могли бы принести им положительные изменения, при этом как материальные, так и моральные. Буква «З». Эти люди очень осторожные и проницательные. У них высокоразвитая интуиция, прислушиваясь к которой они часто добиваются очень многого. Спутника жизни выбирают одного и на всю жизнь. А для того, чтобы финансы были в их жизни, вам нужно хорошо для этого постараться и потрудиться. Буква «К». К этим людям свойственны дипломатия, и они всегда знают, когда нужно что-то сказать, а когда, наоборот, нужно промолчать. Но выбор спутника жизни дается им нелегко. Деньги в их жизни есть в достаточном количестве, чтобы в них точно не нуждаться. Буква «Л». И у тех людей, у кого начинается имя с буквы «Л», это люди с артистичными данными. Они умеют любить и их всегда любят.
даже когда знакомы с ними совсем мало. С финансовым положением таких людей часто возникают, правда, проблемы. Они много любят откладывать на потом, и это играет для них не всегда приятную роль. Буква М. Это люди имеют хорошо развитое воображение. Они стеснительны, заботливы. Тихая и семейная жизнь – это для них. А вот в достижения в карьере им, к сожалению, не даются. А вот денежную энергию, чтобы присутствовала в их жизни, вам нужно периодически привлекать, притягивать, используя для этого денежные талисманы и обереги. Буква Н. Знаете, эти люди очень ответственны, они легко ранимы, легко обижаются и способны преодолеть любые страхи и помочь другим справиться с ними. Для того, чтобы финансовые поступления в их жизнь были стабильными, нужно постоянно работать и пытаться добиться новых успехов. Буква П. Эти люди зависят от чужого мнения, что часто мешает им принимать правильные решения. А вот окружающие их люди часто пользуются их идеями и благодаря этому добиваются хороших результатов. Они аккуратны как в работе, так и дома. Деньги присутствуют в их жизни для самых необходимых нужд. Знаете, и люди, которых имя начинается на букву П, это хранители чужих тайн. Буква Р. Это люди с решительной натурой, не терпящие преград на своем пути. Они напористы, всегда любят ставить высокие планки и добиваться их. Они способны добиться больших успехов в бизнесе. У них партнеры по бизнесу из круга близких знакомых. Вот люди, которые с буквой Р, проблем финансов, как правило, не знают. Буква С. Это люди капризные, неугомонные, они постоянно ищут избранника. И вы знаете, дело в том, что они ищут человека, который нереальный, которого в мире, возможно, не существует, он какой-то для них идеальный, то бишь придуманный. Они любят жить непосредством, из-за чего часто сами и страдают, создавая себе финансовые проблемы, которые накапливаются вокруг них в большом количестве. Буква Т. Это люди, как правило, творческие, правда, с вспыльчивой натурой, часто находят приключения, которые притягивают к ним неприятности и проблемы. Они живут эмоциями и не всегда думают о дальнейших последствиях. Из них получаются плохие, к сожалению, руководители, а деньги появляются в их жизни поэтапно. Буква F. Это, как правило, добрые, покладистые и чуткие люди. Им свойственно добродушие. С этими людьми комфортно с самого начала знакомства. Из них получаются хорошие руководители, управители. И деньги постоянно появляются в их жизни в нужном для них количестве. Буква Х. Это люди, как правило, порывистые, им свойственно непостоянство. Они любят брать кредиты, которые потом не всегда получается возвращать. И вот именно эта привычка мешает поступлению денежной энергии в их жизнь. Только пересмотрев свои взгляды, можно сделать жизнь стабильной и ни в чем не нуждаться. Буква С. Это, как правило, гордые, самоуверенные люди, высокого мнения о себе, что мешает реально смотреть на многие вещи и оценивать происходящую ситуацию вокруг них. Часто они остаются без финансов, так как не могут оценить и рассчитать свои возможности. Буква Ч. Как правило, это очень честные, преданные и справедливые люди, хорошие и верные друзья, которые готовы оказать помощь в любой ситуации. Они притягивают к себе разные положительные события, а в финансовой жизни с ними у них получается все достаточно легко и просто. Буква Ш. Это, как правило, принципиальные, гордые, знающие себе цену люди. Они отстаивают свою точку зрения в любой ситуации, добиваясь значительных финансовых результатов и уважения. Буква Щ. Это, как правило, ранимые, это щедрые люди, но им также присуща доброта и сострадание. Но заполучить деньги в свою жизнь им удается с большим трудом. Друзья, исходя из этих рекомендаций, о которых мы поговорили выше, можно легко проследить, что обозначает буква в имени и, конечно же, составить представление о человеке.
Поэтому, когда вы даете имя ребенку, нужно обратить внимание, с какой буквы лучше, чтобы начиналось имя ребенка, так как от этого будет зависеть, насколько будет успешной и финансово благополучная жизнь. А мы с вами желаем и хотим, чтобы у наших детей было все прекрасно и чудесно. Поэтому обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что эта информация, это видео будет полезно.